Привет, Василий. Привет, привет, Андрей. Да, мы сегодня в программе «Богатый тоже плачет». Обсудим всех, кто плачет. Хотел бы представить всем Василия. Наверное, кто-то еще и не знает. Василий у нас эксперт по диагностике бизнеса и просто хороший человек. В связи с этим, поскольку Василий в первую очередь смотрит на бизнес без сахара, то есть уже всем понятно, что он полезный бизнес. Поэтому первый вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос про знания, про компетенции, про обучение. То есть в наше неспокойное время хочется понимать, где черпать знания, какие знания нужны. И, собственно говоря, в твоей биографии есть огромный факт, который, наверное, помогает тебе, а может быть и мешает. Но, как мне кажется, смотреть на вещи под разным углом – это очень полезно. Поэтому я бы хотел тебя спросить о твоем обучении в Канаде. Как ты туда попал? Не хоккеист ли ты? И, собственно говоря, это в плюс или в минус? И нужно ли это делать? Нужно или нет? Да, к сожалению, не хоккеист. Ну, на самом деле, мне кажется, самый главный фактор – это тот, про который ты уже упомянул, да, смотреть на вещи под разным углом. И мне кажется, что когда мы выстраиваем какой-то свой подход, свой трек к тому, как наращивать компетенции, очень правильно стараться задать какие-то вот альтернативные источники, да, альтернативные системы, из которых можно знания эти черпать. С этой точки зрения, конечно, вот это обучение в Канаде, я в Канаде прожил год, в 2007-2008 годах. Вот этот год в Канаде, он как бы, ну, позволил мне как бы сформировать некую альтернативную, да, альтернативную точку зрения, альтернативную в чем-то даже, может быть, картину мира, взгляд, да, на какие-то вещи. Это была история в рамках университетского обучения, то есть это не какое-то там специальное бизнес-образование, престижное или еще что-то, это скорее такой именно студенческий опыт. Мне в жизни по-разному везло со всякими конкурсами, стипендиями и так далее. Я вот, грубо говоря, по-моему, это был конец третьего, начало четвертого курса, я подался, значит, через деканат, все, ну, как бы обычная стандартная достаточно процедура, подался на одну из стипендий. Стипендия называлась стипендия президента на обучение студентов и аспирантов за рубежом. Вот. И, в общем, прошел этот конкурсный отбор, получил эту стипендию, там, длительное время собирал, как у нас водятся, документы, оформлялся и так далее, и так далее. И так, как часто бывает, естественно, у меня не было никакого специфического плана, да, там, третий, четвертый курс, я вообще слабо себе представлял, куда я хотел бы поехать учиться за рубеж, там, и вообще такой альтернативы, честно говоря, тогда не рассматривал, потому что там, ну, своей возможности поехать учиться, оплатить и поехать учиться за рубеж у меня не было, вот, и никакого плана, в какую страну, там, в какой университет, как это выстроить, у меня не было. Поэтому решение о том, куда поехать, принималось в последний момент, просто по принципу, ну, с кем уже у вуза выстроены хорошие отношения, где будет меньше проблем с вот этой коммуникацией между структурами и так далее. И я попал в город Лондон, в провинции Онтарио. Находится он в потрясающе красивом месте. В общем, это одно из самых главных впечатлений от Канады. Это очень красивая страна, очень близкая нам по климату и по вот этой природной составляющей. Вот этот город Лондон находился между трех великих озер, ну и со своим, соответственно, жестким таким климатом, очень русским таким, зимним, морозным. Вот. А с точки зрения опыта и компетенции, конечно, это совсем другой подход. Вообще вся система образования совсем другой подход. Очень много личной внутренней свободы, то, что тебе должно быть близко. Да, то есть студент сам определяет, что он будет изучать. Вот этот индивидуальный трек, это тот, который у нас сейчас до сих пор пытаются там как-то опробировать и внедрять. Там это уже, ну, вот в то время, в 2008 по полной программе было внедрено. Студенты сами определяли, что они будут изучать. Там, понятно, были какие-то красные линии. Вот. Никто не контролировал успеваемость, значит, никто не контролировал посещение. То есть это все как бы полная ответственность студента. Он понимает, что он выйдет с бумажкой, где будут оценки, и это будет определять какой-то его дальнейший там карьерный трек и так далее. В общем, очень много свободы, очень сильно практически ориентированная история.
так как я изучал все-таки социальные науки, там экономика, у меня был в том числе семестр по бизнесу, всяким менеджмент и бизнес, да, истории. Ну, очень-очень практически ориентировано, прям с кейсами, ну, вот такое, то, что любят в бизнес-образовании, да, сейчас. Но при этом абсолютный пофигизм в плане вот этих наших фундаментальных там дисциплин. Вот то, что у нас в университетах любят, значит, сначала фундаментальный подход. Я, может быть, сейчас немножко с иронией говорю, но на самом деле во мне есть это как бы двойственность. Я не говорю, что это хорошо. То есть вот это мне там как раз не хватало какой-то, может быть, там, фундаментальной концепции в начале, а потом уже, значит, перейдем к практике. Нет, там сразу по практике, и никто особо не заморачивался. Вот. Интересно было, я в силу сложности с визой опоздал на учебу, и я уже в середине семестра я приехал и просто в какой-то момент пришел на занятия. То есть меня никто не знал, ни студенты, ни преподаватели. Ну, смутно там, то ли должен был кто-то из России приехать, то ли нет, это как бы непонятно. И я, как обычно, как и в России, я, значит, пришел, брюки, рубашечка, галстучек, сумочка какая-то. Я зашел, и все напряглись. Короче, я сначала не понял, почему. А фишка в том, что я не только опоздал на семестр, я опоздал на конкретную лекцию. Лекция была по эконометрике. Значит, и аккуратненько пошел на заднюю парту, чтобы никого не обидеть. Короче, все были уверены, что я проверяющий. То есть зашел человек с портфельчиком в галстуке, сел на заднюю парту, незнакомый, очень внимательно стал слушать. Короче, напряглись все, в том числе лектор, который этнически был китаец, как и большинство, значит, в сфере математики и точных наук в Канаде. Там очень, очень большой процент этнических азиатов, которые очень, очень крутые, очень быстрые умом в точных науках. Значит, потом мне просто прямым текстом сказали, что вы же на учебу ходите, так вот не обязательно одеваться, пожалуйста. То есть люди там сидят с кофейком, в спортивных костюмах, то есть там другая крайность, там можно ноги на парту, то есть вот такого плана, значит, атмосфера. И тоже нужно привыкнуть. Короче, это другой взгляд, это большая свобода для исследования, это очень такое, практически ориентированное, очень неторопливое время, потрясающе богатое для инсайтов. На самом деле, конечно, для меня это самое такое время, когда можно было притормозить. Я думаю, что ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Знаешь, когда бежишь. У нас вот очень чувствуется принадлежность системе и ее правилам, а там очень чувствуется вот отсутствие этих жестких системных рамок, и как бы ты просто пребываешь, размышляешь, что-то там вот исследуешь, что тебе интересно. Окей. Я понял. То есть ты ошибся с Лондоном и прилетел не в тот Лондон. Да, я прилетел не в тот Лондон, там была своя Темза, свои там Йорк-стрит, это все названо один в один переселенцами из столицы Англии. Прилетел не в тот Лондон. Лондон городок 400 тысяч жителей, который весь вокруг большого местного университета. То есть такой большой студенческий городок со своими, как вы понимаете, особенностями и плюсами. Окей. С китайскими студентами, коллегами общаешься? Сейчас я поддерживаю контакт, может быть, только с одним из моих однокурсников. Там много было корейцев, китайцев. Я жил в одной комнате в общежитии с корейцем, узнал много корейской культуры. Кимчи давал мне попробовать первый раз, и я сразу все понял, что это тоже очень разные. Мы очень разные. А их также тошнило, когда я показывал, как мы солим еду. То есть для них соль – это что-то такое прям невозможно. Мы очень много солим, а для нас очень, очень остро, да, и так далее. Я общаюсь только с одним парнем, он немец, он остался в Канаде, сейчас преподает в университете Альберта. Мы с ним сошлись, потому что мы все-таки условно из Европы, да, и условно одинаково смотрели на происходящее вокруг, он тоже такой, в пиджачке такой, типа, что происходит. А познакомились были с ним очень забавно, я рассказывал ему, что я родом из Калининграда, но это бывший Кёнигсберг, и очень подробно рассказывал про Кёнигсберг, не зная, что он немец. А он такой, да я знаю, не надо, я знаю. С китайцами нет, с китайцами уже нет того контакта. В содружестве с немцами вы на их кимчи ответили своими кимщами. Кимщами, да, мы в основном пропагандировали какой-то музыкой несли свой этот. Он тоже был рокер какой-то, мы с ним пели какие-то песни в барах, типа
Knocking on the Heaven's Door под гитару, вот это вот все. У нас был такой... Западную цивилизацию мы несли через музыку этим азиатским друзьям нашим. В последние годы корейцы, ну, южные корейцы, будем говорить, о них преуспели в музыкальных трендах. Вот. Возможно, что сейчас уже Канада не та, и Лондон уже не тот. Очень может быть, да. Первый раз с этой культурой тоже столкнулся именно в общаге. Мой сосед по комнате проводил часы, наблюдая корейские шоу в наушниках. И это, конечно, тоже был глоток какого-то другого воздуха. Ну, то есть это они вообще просто... Мы еще видим такую рафинированную, как бы под Запад видим упаковку, а они для себя, у них там прям очень интересно. Вообще другой мир. Но я Корею очень люблю. В Корее тоже удалось побывать. И, они все корейцы похожи друг на друга, и северные, предполагаю, тоже. И я думаю, что рано или поздно они сольются в экстазе. Отлично. Главное, чтобы не насильственным, да. Желательно, да. Ну, хотя корейские особенности. Шокирующая Азию еще никто не отменял. Окей. По возвращении из Канады ты женился? Или до поездки в Канаду? Нет, я женился сильно позже. У меня был период в жизни уже после возвращения из Канады, где период молодости до женитьбы у меня все-таки присутствовал, хоть и не очень длинный. Вот. Ну да, я женился. Наши отношения начались там в 2010 году. Угу. Собственно, 14 лет в этом году, да, совместной жизни. Срок. Ну, поскольку в твоей жизни был еще и камеди, некоторые из камеди обычно в прямом эфире всегда лестно говорят о своих женах, буквально признаются им в любви. Это какой-то культурный код камеди. На самом деле, я думаю, что то, что Паша Воля делает, ну, то есть понятно, что у них там особые отношения, значит, с Лейсан и так далее, и он сделал из этого часть своего личного бренда, что очень, прикольно, да. На самом деле, вот честно, так получилось, что в камеди я попал уже, будучи в браке, уже у нас уже 2 дочерей было к тому моменту. Находясь внутри этого сообщества, как бы сложно внутри себя продолжать жестко отстаивать семейные ценности. Ну, то есть сообщество камеди это и вот этого шоу-биза, это вообще не про семейные ценности, честно говоря. Ну и понятно, это по этим пластам юмора, по которым они шутят, да, это вообще не совсем про это. Поэтому мне кажется, что отчасти то, что Паша делает, это такой защитный механизм из серии. Я включил это внутрь образа, и это уже не достать. Поэтому, это круто. Но на самом деле юмористы-то по-разному, да. Есть юмористы, которые, наоборот, эксплуатируют тему брака и отношений как источник для жесткого юмора. Нурлан Сабуров вот очень любит, например, да, про жену пошутить. Мы тоже любим пошутить про его жену. Мы все любим пошутить про ту жену, про которую, да, юморист получил уже один раз разрешение на это, видимо. На самом деле, даже находясь внутри камеди, были моменты, когда было стыдно за юмор. Ну, то есть мне с позиции, что я думаю, что я вернусь в обычную жизнь, и это было связано в первую очередь не с работой, потому что параллельно я уже работал в корпорации большой, а это было связано именно с семьей, с тем, хорошо, я думал, а вот мои дети посмотрят там через 10 лет на YouTube вот то, что мы там творим на сцене. И, честно говоря, были моменты, когда я думал, нет, что-то вот это те 2 стула, которые очень сложно совмещать. Но опыт потрясающий. Опыт камеди – это опыт, не только вот эти публичные выступления, какого-то там шоу-бизнесовской тусовки. Мне наиболее ценна была история с тем, чтобы посмотреть, как вот эта машина внутри работает. То есть это же творческая индустрия, она же, вроде как, типа там, все делают, что хотят, а на самом деле ни черта подобного, там очень вот эти жестко выстроенные механизмы, то есть реально как танк, она едет и не остановить. Эти съемочные дни там расписанные по часам, стоящие каждый час просрочки, стоят сумасшедших денег. Это огромная команда, которая это все обслуживает, которая дает там вот все продакшн, предварительная огромная работа по позиционированию.
Там, ну, короче, потрясающий. Бизнес-кейс вот со стороны, да, участников потрясающе интересный. Потрясающе интересный. А в какой-то момент я тебе рассказывал уже эту историю, когда, ну, мы там пытались свой юмор, типа, делать, там, условно, политика, губернатора, еще что-то. В какой-то момент нас вызвали, сказали: так, ребят, вы нормально стараетесь, все это, давайте поговорим. Наша передача рассчитана на аудиторию девушек от 18 до 25. Какие губернаторы? Давайте-ка идите, подумайте еще, подумайте получше. И тогда было обидно, там, да, там, мы свою фрустрацию переживали, но вот, вот эти все истории про то, что давайте сначала поймем целевую аудиторию, это вот не сказки, у людей это прямо хорошо работает. То есть они очень хорошо представляют, для кого они делают, и как эта аудитория потом им создает, ну, возможность монетизации, да, вся эта рекламная коллаборация, она же все ориентировано именно на ту аудиторию, на которой они годами работали и выстроили вот это все под очень понятный образ потребителя. Так что низкий поклон вообще той машине, которая продолжает, в общем... Отличная армянская хорошая машина. Ну, она не только армянская, но армяне... Армянским обвесом, скажем так, с подсветкой снизу. Окей, но раз уже застроили тему детей, дочери уже 3, в смысле уже давно 3, а не 2 Да. Я очень благодарен тебе, что ты говоришь слово «уже», а не «еще». Да, но это следующий вопрос. Ужасный вопрос, сложный вопрос. Следующий вопрос: как быть осторожным? Как быть осторожным, отвечает психолог, сексолог, да. Пусть они за это отвечают, скажем так. Пусть они за это отвечают, да, а мы будем жить в удовольствии. Вопрос, собственно говоря, про дочерей, которые ты затронул, да. Смотрят они на Ютубе папу в старых записях? И не стыдно ли папе сейчас? Да нет, конечно. Конечно, не смотрят, только если папа в наплыве ностальгии не скажет: вы, дочери, а посмотрите-ка, вот что я вам покажу. Они говорят: ой, да, вот это, ой, прикольно. Ну ладно. И давай лучше вот это посмотрим. Нет, они, ну, у них уже, они немножко в разных возрастных категориях, там 12, 10, 7, каждая смотрит немножко свое. Мы как-то с тобой обсуждали, что это же отдельное родительское переживание, что вот они смотрят, а как это проконтролировать или не проконтролировать, а как на это можно повлиять. Ну, короче, да, это один из самых вообще важных инсайтов родительских, что ты никак особо не повлиять. Можно ограничивать, но они все равно соберутся в другом месте, из другого телефона посмотрят то, что им интересно. Наверное, единственное, что мы можем, это очень дорого по времени, по эмоциям, по вовлеченности, но единственное эффективное, что мы можем, это смотреть вместе с ними и давать свою оценку. Ну, не запрещать, а, да, сидеть рядышком и говорить: блин, а мне вот это не очень нравится. Почему? Ну, вот так и так. А вот это было бы прикольно, зря пролистнуло. Вернись на секунду, давай, вот смотри, вот это вот так. Но, конечно, ну как это? Это надо всю жизнь сидеть рядом и смотреть вместе YouTube. Такой опции же тоже не бывает у нас. Вот, так что не стыдно, потому что не смотрят. Они знают, что что-то когда-то такое было, но дети же, они в моменте. Сегодняшний день уже другой. Для них и папа сегодня уже другой, не про комедии. Они больше интересуются уже так, а что там, вот, на работе, что это? А сколько вообще у нас, какие планы бюджетные? Мне задают в последнее время. Что у нас по заработкам там? Просто как бы, да. Уже нормальные женские вопросы, уже взрослые девочки. Да. Отлично. Семья ресурс? Семья ресурс. Но. Ресурс, но долгосрочный. Ну, то есть из серии ресурс, когда на длинном горизонте ты про цели, про смыслы, когда там ты про поиск места, про какую-то большую свою конфигурацию, да, что у тебя в жизни вообще и где ты в этой жизни. Ну, конечно, большая семья, как бы многодетная семья, локально, вот в ежедневном режиме, рутинном, чаще это чаще работа, а не ресурс. Ну, за исключением момента, когда мы сами создаем этот праздник, да, и все вместе кайфуем, но праздник тоже надо создать. И обычно как-то папа и мама, в большей степени мама, да, но папа тоже, да, этот праздник вместе там как-то сооружают. Ну, так, конечно, ресурс. Я вообще считаю, что, есть такая история, что
ну, типа, мужчине много от жизни не надо, да, потом, когда у него появляется женщина, она говорит ему, что он хочет, да. Ну, вот семья – это еще более, ну, то есть, еще более глубокое и широкое продолжение примерно вот в том же направлении. Ну, тут даже уже никто не говорит тебе, что ты хочешь, а просто когда ты несешь ответственность за 4 женщин, это автоматически вкладывает в тебя определенные э, последовательности мыслей, целей, задач и так далее. И, и как это? Это как на велосипеде не дает остановиться даже тогда, когда сильно хочется. И Мгм. чаще это помогает. Я не уверен, что это всегда нужно именно так, но чаще это помогает. Ну, то есть, как в фильме «Брюс всемогущий», эти желания сыпятся на тебя с неба. В маленьких стикеры заклеивает твою комнату. Окей, Да, ну, да, да. раз С это желанием проблем нет. Да. будущего, горизонты планирования, вопрос следующий. 4 женщины, у каждой есть желание, пожелание, взгляды на жизнь. У 3 из них все совсем впереди, то есть у дочерей. Что про женское лидерство? Миф, реальность, потребность, необходимость. Что с этим делом? Почему так много об этом говорят? Вообще, куда все идет? Крутой вопрос, да? Ну, Ну, мне вопрос от кажется, слушательниц. да, да, да. Мне кажется, вопрос, почему так много об этом говорят, потому что в самом, ну, короче, понятие нечеткое, да, в нем самом скрыт внутренний конфликт. Сейчас попробую раскрыть, что имею в виду. И так как никто до конца не понимает, что ну, лидерство это что такое, лидерство в каком процессе, лидерство кого над кем, как бы для чего, ну, кто и что пытается сделать, да, в рамках этого лидерства. Тут несколько, ну, как бы аспектов, да, то есть один аспект такой классический разговор, когда начинают про женское лидерство, начинают говорить про вот эти жесткие социальные взаимодействия классические, ну, там, не знаю, корпоративные, там, не знаю, политические, не знаю, еще какие-то, которые по своей природе исторически все-таки в большей степени часто мужские, там, какие-то силовые, да, там, и так далее. И вот часто женское лидерство сразу преломляют через вот эту рамку и начинают обсуждать, вот может ли женщина как бы быть лидером в мужском мире. И вообще огромный контекст про женское лидерство – это история про женщину-лидера в мужском мире по мужским правилам. И тут, ну, как бы, это же достаточно странная постановка вопроса. Я, к сожалению, вот не помню, у кого я читал, пару недель назад читал замечательный пост на тему того, что вообще, ну, как бы весь контекст вот, женской эмансипации, он искажен вот этой вот кем-то непонятно поставленной задачей, что женщина должна стать самым крутым мужиком. Условно, взять на себя мужскую функцию, да, и как бы с этой мужской функцией преуспеть лучше всех остальных. Так, сразу скажу, я убежден, что так тоже может быть. Ну, то есть так тоже возможно. Я просто не очень... Мне кажется, что сама постановка вопроса достаточно странная. То есть мы все-таки по-разному функционируем, и а, когда мы говорим про женское лидерство, в моем понимании, это немножко вообще про другое. То есть женщина, безусловно, более успешна, более глубока в вопросах коммуникации, да, в вопросах выстраивания отношений. Она вообще к этому, ну, более внимательно относится и более мягко и мудро может это делать. Вообще все, что связано с мягкой силой, это, ну, как-то в большей степени про женское, да. Поэтому про женское лидерство тут надо понять, да, про что мы говорим. Если мы говорим про толкание ядра, там, да, ну, это как бы вопрос тренировки. Если мы говорим про решение каких-то задач предназначения, ну, наверное, какие-то женщины хотят вот чувствовать себе предназначение, там, стать лучшими в рамках социальной пирамиды. Если говорить про социальную пирамиду, ну, там есть и плюсы, и минусы. То есть, да, конечно, есть стереотипы, которые женщин ограничивают, да, и мы знаем, есть и стеклянный потолок там, по заработкам, и определенной профессии, и степень там, делегирования, ответственности и так далее. Но при этом нельзя забывать и делать вид, что этого не существует, что у женщины есть куча дополнительных инструментов выстраивания взаимоотношений в рамках иерархических структур и за счет этого продвижения. Таких, которых, ну, не все мужчины готовы, да, на такой инструментарий, который есть у женщин. Вот, поэтому тут есть и то, и другое.
вопрос, какую задачу мы ставим. То есть женское лидерство для чего? Можно же быть лидером в искусстве, а там вообще творчество, оно, мне кажется, такое бесполое понятие, в хорошем смысле этого слова. Да. Лидеры общественного мнения, ну, тоже, это же такая история, она не про силу и тоже не про гендер, и не про это. Вопрос, про какое лидерство мы говорим. И меня удивляет, что часто, когда мы начинаем говорить про женское лидерство, почему-то начинаем считать количество женщин-депутатов в парламенте или там членов совета директоров где-то. То есть какие-то критерии, которые вообще не очень понятно зачем. То есть это же тоже мужское искажение. Ну, мерить мир через совет директоров. Мир же этим не ограничивается. Почему мы туда идем? Зачем мы туда загоняем этот разговор? Очень непонятно. Вот. Так что женское лидерство... Мы женское лидерство последний раз публично обсуждали в прошлом году. В Петербурге был полуфинал лидеров России. И там директором этого конкурса сейчас является девушка, женщина прекрасная, Оксана Очкасова ее зовут. Мы с ней вместе в первом конкурсе в одной команде были. Значит, и мы вот всерьез обсуждают женское лидерство, там, и пришли к тому, что да, это классно. Классический пример женского лидерства. Конкурс «Лидер России», в котором большинство мальчиков между собой соревнуются, а управляет конкурсом девочка. Да? Ну вот, да. Нормальный пример. Так оно часто и происходит. Ну, я думаю, что тема женского лидерства, хотя мое мнение мало кого интересует, это все же про воспитание. Ну, про отсутствие возможностей у тех же самых дочек построить свой жизненный трек на свободной основе, на основе свободного выбора. Ну, то есть мы понимаем, что есть какие-то ограничители, которые закладываются в рамках семейной культуры, просто в обществе из серии «ты девочка, тебе не дано». Ну, по крайней мере, мне кажется, что это имеет значение. То есть равенство возможностей, не равенство исходов, а равенство возможностей. Что на старте пол не имеет значения. То есть и вот эта вся культура воспитания, мальчики не плачут, а девочки не водят, что они не водят? Нет, троллейбус как раз водят. Водят троллейбус и трамвай, да, но не водят. Что они делают? Да. Троллейбус водит так, шпалы укладывают так, что ну что не управляют. Женское лидерство в действии. Да. Согласен с тобой. Конечно, это в основном про это. И самое главное донести про то, что, ну вообще сейчас самый болезненный вопрос, донести про то, что надо пробовать. В детстве же еще никто ничего не понимает, что нравится больше, потому что еще ничего не известно. Надо просто много пробовать, и у этого нет никаких ограничений. В первую очередь гендерных точно не должно быть никаких ограничений, тем более в семье навязывать. Я очень, мне кажется, мы очень стараемся эту мысль донести. Тут вопрос, опять вот эта дилемма. Если в нашей картине мира родительской ребенок условно должен все попробовать и найти свое место в жизни, и чтобы в 16 уже определиться, и к этой цели порхать на волшебных крыльях, а он этого по каким-то своим причинам не делает, значит, его надо железной рукой, к счастью, загнать туда или нет, да? То есть это такая тоже тонкая грань. Как заинтересовать, но не поломать. И серии, а ну-ка будь активной, а ну-ка найди свое место без гендерных ограничений. То есть такая история. Проблема в том, что родители не единственные источники информации. И очень много наши дети черпают даже не из школы, а вот просто косвенно от других родителей в общении со своими друзьями, YouTube-каналов, ТикТока бесконечного, который в России поменялся на лайк, но особо же не поменялось ничего в контенте. Контент-мейкеры все те же. Контент-мейкеры все те же, танцы все интереснее и интереснее с каждым годом. Да. Поговорили о женском лидерстве, не нашли ничего разумного в этом термине. Перейдем к не в женском лидерстве, против неразумного в термине. По краю ходишь, Андрей, по краю. У нас. Как тебе удалось без прохождения марафона желаний узнать о конкурсе «Лидеры России», поучаствовать в нем, да еще и выиграть в нем?
И второй подвопрос – это конкурс, который признает твои заслуги или все-таки дает перспективы? Времени прошло уже много, можно делать выводы. С тройным дном вопрос. Ну, во-первых, о женском лидерстве, да. Мне про конкурс рассказала супруга. Она сказала: ой, смотри, какая прикольная штука. Тебе может, интересно будет. Вот эти вот мудрые женские вопросы, на всякий случай закидывают и посмотри. Вот. Мне и правда откликнулось, правда стало интересно поучаствовать. Это был самый первый конкурс, вот, который в 17-18 году проходил. Финал в 18 году был. А, Я так скажу, то есть конкурс сам по себе – это некий фильтр. То есть это, безусловно, о неких уже наработанных компетенциях, навыках и так далее. Это некий фильтр, я его так все равно до сих пор воспринимаю, некий фильтр тех, с кем можно дальше работать. Потому что про перспективу сложно. Для меня до сих пор остается загадкой, честно говоря, изначальная мысль, потому что то, как я по-разному воспринимал мысль на разных этапах, там, во время конкурса, там, после конкурса, первое время, еще через какое-то время и так далее, ни в одной конфигурации, в которой я ее себе додумывал и пытался догадаться, она не реализуется. Да? И поэтому я думаю, что, во-первых, она действительно и сама по себе, задумка менялась со временем. И отношение к конкурсу как инструменту менялось, в том числе у инициаторов, там, спонсоров, организаторов и так далее. И, в принципе, ну, как любой социальный проект, он начинает жить своей жизнью. И эта жизнь тоже двинулась, возможно, вот не совсем в ту сторону, да, про которую изначально как бы проектировалась. Есть группа людей, выпускников, участников, которые, ну, однозначно, можно сказать, что использовали конкурс для социального лифта. Несмотря на то, что все говорят, это не конкурс на должности, естественно, как бы самые бойкие, самые хваткие, энергичные, удачливые воспользовались этой возможностью и получили должности, там, на которые, на которые хотели, да, на каком-то этапе. Все участники получили опыт коммуникации, нетворкинга на новом уровне. Ну, это 100%. То есть, и у меня, наверное, это самое главное, да, самое главное, это вот опыт, те люди, с которыми я общался, там, удалось пообщаться там последние 6 лет. Конечно, без конкурса вряд ли это бы удалось. Скорее не удалось, даже практически 100%. Вот. Есть группа людей, которые там решают конкурсом свои вообще узкие задачи, там, от легитимизации конкретного назначения до каких-то там войн внутрикорпоративных и так далее. То есть, ну, есть и такое. То есть, ну, просто все в очень разном контексте. Была задача создания некого сообщества, да, которое будет там на неких общих ценностях друг друга там обогащать, поддерживать. Но, на мой взгляд, этого тоже не произошло. Попытка создания клубов, там есть клуб победителей. Это не рабочие инструменты, потому что все двигаются по своей траектории, и очень мало реально объединяющих, ну, то есть не лозунгов, да, которые, ну, как бы лозунги можно говорить, что мы там все за энергию, эффективность, светлое будущее, там, не знаю, все что угодно, но на практике очень, ну, то есть люди просто стараются поддерживать общение с теми, кто им был интересен как, ну, по-человечески. Я бы так это сказал, сформулировал. Вот. Самая большая, наверное, драма в этом конкурсе, а может быть, это один из уроков, я не знаю. Если это один из уроков, то я преклоняюсь перед проектировщиком, но мне кажется, что это случайно так получилось в течение обстоятельств, как часто у нас бывает. Нас после победы в первом конкурсе очень мощно накачали ожиданиями. Ну, то есть вот эти там, не знаю, презентации, там Собянин выступал, там Лавров выступал, там вот вы молодцы, там тра-та-там. Ну, то есть было такое ощущение в какой-то момент, что ну все, сейчас вот жизнь реально, все поменялось. Теперь это победа в конкурсе реально, все двери открыты, условно. Там все, сейчас старт
ракетой вверх. И потом, ну и не только у меня, то есть я обсуждал, да, эти эмоции с другими ребятами и девчонками. Не только у меня было такое ощущение. А потом всех, опять же, ну там 90% это было медленное, болезненное сжатие ожиданий обратно. То есть приземление с небес на землю. Такая проверка медными трубами, но такая достаточно жесткая получается, да, стихийная. То есть тебя сначала запускают, потом ты медленно и болезненно приземляешься обратно на землю. Это важно, приземлиться на землю. Конечно, после этого путешествия все совсем по-другому оценивают реальность, перспективы, возможности, свое место, свои желания, свои мечты, ресурсы и так далее, и так далее. Но это была очень такая, для многих была очень болезненная история, трансформирующая, как сейчас модно говорить, да? То есть социальный лифт. Когда говорят про социальный лифт, всем кажется, что он будет двигать вверх, но не факт. Он Ну может да. действительно двигать вниз. Во-первых, сам Сергей Владимирович Кириенко на финале пошутил, там, типа, вы аккуратнее с лифтом, потому что лифт едет в обе стороны, как бы, да. Это все посмеялись, но на самом деле мы потом шутили еще более жестко. Как бы всем сказали социальный лифт, да, ты выходишь, а там посылка из Алиэкспресса, социальный лифт, и без инструкции тебе надо его собрать, придумать, где его поставить. Ну, то есть социальный лифт гипотетически есть, но только его надо полностью соорудить. Как бы. Он не собран, да, в разобранном состоянии приехал. Вот. Создай себе социальный лифт как отдельный проект. Очень затратный. Да, с лифтом неоднозначно. Ну, то есть есть очень разные истории, потому что это же все такие разовые решения, это вообще, ну, то есть это классный, наверное, эксперимент социальный, да, потому что вот эти вкрапления единичных людей в работающие уже структуры, ну, любой взрослый человек, мне кажется, однозначно понимает, что одного человека поставить в работающую структуру бессмысленно. Ну, то есть если заходить, то командой, и как бы в самой структуре тоже надо что-то менять, как бы, да, там она же не просто так эти механизмы сложились, как бы там есть свои инерции и так далее. Поэтому попытка там условных победителей, лидеров России там раскидать на позицию замгубернатора по каким-то регионам, ну вы представьте себе ситуацию, приезжает молодой парень, да, победитель конкурса такой, На лифте какой-то область. приезжает. На лифте, да. Говорит, и здрасте, я сейчас вам тут расскажу. Говорит, да, расскажешь? Давай-ка, интересно. Мы тут 30 лет уже понимаем, как все работает, а ты расскажи. Вот, поэтому не очень понятно, на самом деле, как этот инструмент должен в задумке был бы работать, если это инструмент ну, какой-то социальной реформы. Но как образовательный проект, это потрясающая ценная история. Я очень благодарен, что мне повезло в этот проект вписаться и его пройти. Им продолжаю так или иначе проходить, получается так. Да. Лидеры России не заканчиваются никогда. Да. Окей. Такая фраза получилась у тебя. Много подтекстов. На конкурс, да, тебя отправила жена. Нет. Нет? Ты сам принял решение. Конечно, у меня мудрая жена, она никогда не направляет, она показывает мне возможности, куда можно, если я приму решение, я могу пойти. Это про женское лидерство, да? Да-да-да, настоящее женское лидерство, про которое никто не говорит. Но никто не говорит, потому что, ну что там. Оно, как большие деньги, требует тишины. Требует тишины и ласки, и внимания. Да, да. Про эзотерику. Мы с тобой когда-то обсуждали достаточно серьезно human design как одно из направлений. Да. Как ты думаешь, почему, в принципе, любые веяния, эзотерические, магические, религиозные, так нужны людям, которые находятся на определенных этажах управления? Ну, и нужны ли они на самом деле? То есть это какие-то точки опоры, это какие-то системы координат. То есть как это видишь ты и как тебе это помогает? Если ты пользуешься еще, конечно. Кроличья лапка или чем-то в этом. Ну, кроличьей лапкой... В момент ее запрета я не пользуюсь. У меня есть история про кроличью лапку из детства, но я не буду сейчас рассказывать. Это вообще развернет разговор. Ну, обязательно как-нибудь вспомню про нее. Про
На самом деле пользуются или не пользуются там где-то на там, каких-то этажах. Ну, вспоминается фильм «Золотое дно», да, замечательный сериал Минаевский последний, не знаю, смотрел ты или нет, а там прям про HR-службу, которая Таро раскладывала на кандидатов, там вот эта вся история. Ну, то есть я думаю, что так, наверное, в реальной жизни есть много где. Вот. Я думаю, что очень много кто интересуется этой историей, если не вот так совсем кондово, там, ну, из серии в корпоративном плане, там, службу по human дизайну, да, сделать отдел в компании. Наверное, так все-таки нет, но то, что все так или иначе люди, которые, ну, так скажем, я провожу такую цепочку у себя в голове. Значит, что люди, которые что-то добиваются, это люди, ну, там, пытаются наверх, да, там, условно, что-то добиваются, неправильное слово. Те, которые играют в социальную игру с пирамидкой, куда-то там идут, они часто в какой-то момент понимают, что надо что-то с собой делать, чтобы, ну, иметь какое-то преимущество перед другими в этой бесконечной гонке, непонятно за что, там, но она действительно бесконечна, да. Ну, там, и дальше начинаются вот эти штуки, там, ну, то есть сначала образование, и слава богу, там, здоровье, образ жизни, там, не знаю, режим дня, ну, то есть какие-то земные, простые, нормальные вещи. Ну, потом уже там начинают, где-то там биохакинг, да, здесь БАДами, там, здесь еще что-то. Потом эзотерика – это тоже такая, как бы, это интересный продукт, который, как бы, мне кажется, просто, ну, продается некая, ну, условная прокачка, да, то есть там, типа, можешь накачать еще какие-то невидимые мышцы, да, с которыми быть еще более эффективным, что-то понять, там. И я давно интересуюсь разными, как бы, там, вещами, но в этой тусовке я, допустим, я не вижу в ней очень редко, и встречаешь там людей, которые там идут из чистого, не знаю, там, какого-то тяги к познанию. Мне кажется, что в этой тусовке эзотерической, или как ее иногда называют на жаргоне, духовка, да, условно-духовное сообщество, значит, там все то же самое, все те же, как бы, все те же социальные, как бы, игры, те же самые там толкания локтями. То есть люди просто пытаются таким образом прокачать себе еще что-то, чтобы еще выше забраться в этот царь горы поиграть. Вот. Ну, дальше, как и любая другая система, это вопрос веры. Ну, надо пробовать, да, что называется. Если это не опасно для жизни, то почему бы не пробовать? Если у тебя там в жизни так получается, что ты там на своем опыте попробовал и что-то, ну, тебе показалось, что реально работает, даже неважно, оно реально работает или это там механизм там аутотренинга, оно работает, потому что ты внедрил там в свое мышление, и поэтому оно работает. Это неважно, какая разница. Но если на практике работает так, и чем-то помогает жить, значит, это замечательно, значит, это надо использовать. К human дизайну я с большим уважением отношусь, и я действительно считаю, что, ну, то есть у меня огромное количество вопросов к тому, как, ну, как система появилась сама по себе, да. Ну, то есть просто история, что был чувак, потом в какой-то момент пришел голос, он там все записал сразу про все, и все стало понятно. Ну, окей. Мне кажется, что над легендированием можно было бы еще поработать, как бы, вот. Тем не менее, вот эти всякие штуки, которые там, и разные профили, разные там механизмы, то, как ты про себя можешь прочитать, про свои механизмы, попробовать это применить на жизнь. Очень многие вещи действительно работают. Может, и все работают, да, просто, ну, осознать там в моменте ты часто можешь там определенный текст можешь сразу приложить, а какой-то текст со временем придет понимание, может быть. Поэтому к разным эзотерическим штукам я, в общем, отношусь с большим интересом, пониманием. Сейчас уже, наверное, на данном этапе жизни чуть с меньшим интересом, чем в 25, да, там был вообще какой-то там, о, да, все, сейчас откроется. Вот. В общем, все, что не вредит впрямую вашему здоровью и может оказаться полезным, можно пробовать на своем опыте. Мне кажется, это самое главное. Окей. Ну, просто я к тому, что люди в какой-то момент видят, как работает социальный лифт у кого-то, либо когда он неожиданно вдруг начинает работать в отношении них, они пытаются объяснить причины этого стремительного движения, а в себе они не находят то, что многие называют тем самым синдромом самозванца.
Мгм. Нет никаких объективных причин к тому, чтобы ты там заработал много денег, занял эту должность, оказался в какое-то время в каком-то месте. То есть этот эффект удачи очень хочется объяснить, а самое главное повторить. Мне кажется, вот в этот момент люди начинают искать, и, естественно, появляются более глубокие знания верхнеуровневые, которые им помогают. То есть я, собственно говоря, к human design отношусь исключительно из-за того, что это все-таки система координат, а не набор действий. То есть легко проверяемое, ну, ты чувствуешь, понимаешь на себе, да, да, нет, нет. То есть он не заставляет тебя жить иначе, не говорит, что тебе делать, когда тебе делать. Ну, по крайней мере, в тот момент, когда я об этом узнал, никто от меня ничего не требовал, даже денег. Что, в общем-то, достаточно странно. Потому что за просветление вроде надо уже теперь платить, по крайней мере. Я думаю, что рынок human дизайна – это хороший рынок, который будет дальше развиваться. То есть уже сейчас есть консультанты там сертифицированные там, и так далее, там они друг Ну, друга отлично. Если, сертифицируют. если Сейчас есть сертификаты, то как бы это уже, да, это уже нормально. Про, все, про внедрение в корпоративную культуру и HR-отдел, и отдел Human Design, HD-отдел должен быть, значит. В какой-то момент была история, когда моя знакомая звонила другому коллеге, бывшему, работающему в другом банке, на что он сказал: извини, я вот сейчас не могу говорить. Он говорит: что такое, у вас совещание? Он говорит: нет, мы все лежим на полу, мы синие камни. Это когда руководитель принес культуру эзотерическую, и они достигали успеха. Ну, действительно, глядя на некоторые истории успеха, ну, действительно, эзотерика. Да, ну кто нам сказал, что мы должны как бы все понимать своим ограниченным умом, что происходит? И вообще даже дело не в ограниченности нашего ума, а в принципе, что это должно быть рационально каким-то образом объяснено. Это наше искажение когнитивное, нам почему-то так кажется. Вот. Окей. Тогда проверим. Я верю в интуицию. У нас, Давай. да, Василий у нас, поскольку эксперт по бизнесу, у меня к Василию, собственно говоря, вполне конкретное предложение. Мы будем тестировать интуицию, его и мою. У всех экспертов, вообще у всех, кто говорит, что связано с цифрами и не эзотерикой, спрашивают, покупать или продавать доллар. Мы поступим чуть иначе. У нас с Василием будет пари еженедельное. А Василий, ну и я тоже, должен будет назвать, каким будет курс доллара в следующую пятницу. Это будет 26.04. Сверяться мы будем по Центральному банку России, где же еще. Я напомню Василию, что сегодня он 94,1 был, по крайней мере, до записи. Мы записываемся в пятницу. Спорим на $100, собственно говоря. Кто назовет цифру ближе всего к той, которая будет в следующую пятницу, тот победил. Тому $100. Конечно же, в рублях по курсу Центрального банка. Это, то есть, за месяц можно $400 всадить, да, вот на этой твоей? Да. У нас, собственно говоря, очень нормальный старт, как бы, да. Кто-то может... Нет, мы потом будем сходиться, мы же все-таки экономисты практически все, зачет. Ну, либо кто-то заработает $400. Так, твоя цифра? Давай чуть-чуть по формату я уточню. То есть мы не объясняем, почему. Вообще нет. Мы не Ну, аргументируем. шоу интуиция, собственно говоря. Когда выходить на Интуиция. Форекс, если ты чувствуешь в себе силу. Окей, 94,9. 94,9, оптимист. Я скажу 96. Вот, как только мы потом подведем статистику, вы, кстати, тоже, зрители, можете голосовать. Отведем для этого места, тоже можете свои версии высказывать, посмотрим, кто будет лучшим прогнозистом. Потому что, в принципе, я люблю разного рода прогнозы, особенно когда они не сбываются, и ты такой ха-ха-ха, а я же говорил. Вот. Или какую-нибудь телевикторину, и все ответы знаешь, а приходишь на телевикторину и сидишь как дебил, ничего не знаешь. Потому что, оказывается, вопросы не повторяются в этой викторине. Удивительно. Но у нас, судя по всему, будут повторяться. Ты же на следующей неделе спросишь меня тоже про доллар. Да, про ту же самую как бы задачу. Мы посмотрим, на самом деле, можно ли предсказать. Может ли интуиция помогать, или все-таки нужно операцию калькулятор включать и в жизни все считать. Ну, то есть, действительно ли все в жизни можно познать, все проанализировать и предсказать. Либо иногда нужно просто доверять то, что называется в народе чуйка. Мы с тобой сегодня так много этих растяжек заявили, да? Агностики против гностиков, там, западники против славянофилов, женщины против мужчин.
интересно будет. Ну, отлично. На конфликте рождается что-то хорошее. Ну, просто многие к конфликту относятся с негативной коннотацией. В моей же версии это, собственно говоря, путь к истине. Нет конфликтов, это значит, что всем безразлично. Если вы не любите конфликты, значит, вы не умеете их готовить, да? Так? Да, да, да. Тут мы опять к женскому лидерству приходим. Вот. Ну, я тебе премного благодарен. Разговор был мне очень интересен, не знаю, как вам. Можете Мне тоже интересен. Вот обратную связь. мы его с тобой и посмотрим. Да, да. Мы обязательно его где-нибудь разместим. На заставке будет очень приятная женщина, мне так очень, и немного испанского языка. Если Ты кто-то не заинтриговал. знает, то на заставке написано «Богатые тоже плачут» из знаменитого телесериала моего детства. А как звали женщину-то? Вероника Это Вероника Кастро. Да. Не родственница Фиделя. Не родственница Фиделя. Но, Да. может быть, она хотела бы ей стать, и поэтому взяла такую фамилию. Отлично. Социальный лифт. Когда не выигрываешь. Когда выбираешь Лондон, но Лондон не тот. Лондон уже не тот. Да, я тебе премного благодарен. Мы встретимся на следующей неделе. Мы теперь будем еженедельно. Да. Да. Формат будем подбирать самый удобный, двигаться вперед, идти к простоте, минуя примитивность. Все-таки люди с высшим образованием. Да, я напоследок скажу, что твой слоган про движение к простоте, минуя примитивность, да, это очень, очень крутая штука, потому что за наше с тобой многолетнее общение ты так много лишних сложностей отрубил ментальных из моей жизни, от которых надо было избавиться, что это твое умение двигать в простоте, это твой большой талант. Поэтому буду рад приложить к нему свои усилия. Ну, всем подписчикам большое спасибо. Будем думать немного глубже. Всем спасибо. Пока.